Смотрите, я сделал по разрешению руководства этого магазина ревью. Снял для вас полочки, сколько стоит, какие группы товаров. Этот магазин, его отличие в том, что он работает по выходным, то есть каждое воскресенье в Алтее вы можете сюда приехать и сделать покупку. Путем небольших переговоров договорились с магазином, что я буду снимать стоимость товаров на полках. Ну вот смотрите, начнем с самого часто используемого масла 2,20. Ну, обычная цена я покупаю в Консуме, это другая сеть, евро 80. Дальше соль и мука. Ну вот, можете посмотреть. Отличие этого магазина в том, что они работают в воскресенье. 95%, даже, наверное, 99% магазинов в Испании не работают по воскресеньям. Эта сеть работает. Вот видите? Значит, мука килограмм евро 75. Дальше идем, смотрим. Вот цены на всякие соусы, чипсы, какая-то готовая еда. Вот. Дальше пошли патата, тортилья, такой омлет своеобразный национальный из картошки и яйца. Вот. Ну, я его не люблю, поэтому не покупаю, но вот холодильничек с готовой едой поближе к кассе. Так. Вот эти пиццы я покупаю. Они, кстати, вкусные. Мне больше всего нравится вот та вот с пепперони. Ну, иногда беру 4 сыра или вот с хамоном. Классная штука. Схватил, кинул, у тебя готовая пицца. Пицца в магазине будет, в смысле в пиццерии, будет стоить примерно 10 евро. То есть здесь в 3 раза экономия. Так, вот мясо. Ну, самый доступный белок это курица. И по идее она должна стоить, вот видите, разделанная курица, вот это 4,75, а тушка курицы будет стоить в районе 3,15. Вот, 3,79 бедро. 3,79. Вот, крылышки 5,39. Но принцип ценообразования такой. Чем больше труда затрачивается, тем дороже. Курица 3,15 за килограмм. Вот вы можете кусок замороженного хамона купить, килограмм 2,85. Кстати говоря, интересная штука. Я никогда не видел такого. Вот есть чоризо. Классная колбаса. За 2,85. Советую, если будете в Испании, покупайте. Чоризо это вкусно. Дальше пошли. Молочка, йогурт. 1 евро за упаковку из 4 йогуртов. Это примерно обычная цена по Испании. Ну там дороже, ну вот в среднем 1 евро 25, евро 45. В зависимости от наполнителя. Вот такая стоимость. Сыр. Президент дорогой, но есть бри, который стоит в районе 3 евро за 250 грамм. В данном случае президент это просто дорогая марка. Ну, для Испании, я понимаю. Вот, и бывает подешевле. Цены вы видите, не буду вам озвучивать. Я сыр обычно покупаю бри, вот той дешевой марки из Консума. Так, дальше что мы посмотрим? Крупы. Ну, что, рис самый ходовой, евро 68 за килограмм. Дальше что вам показать? Ну, спагетти, евро 10, ходовая, евро 16. Ну вот, посмотрите, 250, 0,75. Ну, я покупаю в Консуме 500 грамм за 0,90 евро. Просто Консум сегодня не работает. Выбор вы сами видите. То есть спагетти купить 500 грамм в районе евро очень легко и просто. Так, это все фастфуд, это концентрированные бульоны.
Дальше, что мы видим? Всякие печенюшки, консервы. Вот. Ну, я покупаю себе иногда, значит, тунец покупаю для инсалада руса, то есть делаю себе оливье с тунцом. И вот иногда хочется вот таких вот шпротинок. Ну, в консуме я их беру за евро 15, а не евро 85. В зависимости от марки цена разнится. Так, яйцо, вот. Staple Point. Значит, 2,29. Внизу 3,35. Ну, 12 штук можно купить за 2,20. Здесь цена почему-то высокая на яйцо. Вот. Ну вот, можно 6 штук купить за евро 75. Майонез. Какой тут? Ну вот местная их марка за 2 евро 425 грамм. Так, дальше что? Кофе. Кофе подорожал. Раньше 250 грамм молотого стоило 2,25, 2,30. Сейчас цена поднялась до 2,90. Я последнюю пачку на прошлой неделе купил за 2,30. И теперь везде, во всех магазинах, по мгновению палочки, все поднялось в цене до 2,85 до 2,90. Тут всякие чипсы и сладости. Можете посмотреть. Вот. Готовая еда, которая не портится, лежит месяцами на полках. Всякие, видите, промышленные сладости. Кстати, вот это все, то, что вы видите, это запрещено теперь продавать в испанских школах. Зачем нужен в Испании король? Для того, чтобы принимать хорошие законы. Вот был принят закон о том, что в школах Испании запретили продавать фастфуд и готовую выпечку. Теперь там готовят еду из рыбы, морепродуктов, хорошего мяса и овощей. И ничего, что могло бы детям нравиться, как они это обычно жареную картошку любят. Все, теперь это запретили. Если выпечка, то только та, которая сделана в самой школе. Промышленную выпечку, которую вы видите, продавать нельзя. Так, что здесь я покупаю? Ну вот я покупаю капсулы для стиральной машины. Вот видите, увидите, цена 3,99 за упаковку, капсула 0,20. Это хорошая цена. Вот, можно, конечно, жидкий покупать, но мне жидкий неудобно порошком, поэтому я беру капсулу. Мне так больше нравится. Так, что еще тут часто беру? Вот, шампунь. Ну, в районе евро 50 можно брать полезный такой, не совсем дешевый, хорошо отмывающийся шампунь. Отмывающий. Так. Дальше. Всякое средство для гигиены. Тут, кстати, можно купить, видите, и перекись водорода. Самое главное, продается спирт. Сколько хотите, столько можете и купить. Да, по свежим овощам. Испания знаменита своими свежими овощами. Ну вот смотрим. Перец стоит 4,75. Эти подешевле. Томаты. Сейчас загляну, 2,60 за килограмм, там табличка туда упала, 2,60. Дальше кусок арбуза можно купить за 2,60, 125 грамм. Дыню можно купить за 2,25, полкило. Винограда нет уже. Грибы стоят евро 50 за, сейчас скажу сколько грамм, за 300 грамм. Ну, обычно 5 евро за килограмм стоит. Вот. А тут, видите, за упаковку продают. Ну и цены на остальные продукты. Что? Картошка. Евро 35. Ой, ребят, это очень хорошая цена. Прям замечательно. Я, наверное, даже куплю картошки здесь.
потому что в среднем она в Испании стоит 2 евро за килограмм. Так, дыни 3,55. Видите, нету человеческого труда, и цена сразу меньше. Арбуз за 3,18. Бананы 4,90. Это высокая цена. Я покупал в Меркадоне по 2 евро за килограмм. Лук 2,65. Это хорошая цена. Евро 20 тоже хорошая цена. Видите, это сладкий лук написано, а это обычный лук. Апельсины евро 89. Это хорошая цена, дешево. В среднем они по 2 евро за килограмм. Ну вот, говорят, что дорогая вода в Испании. Ну, смотрите, самая ходовая бутылка здесь 0,45 цента за 1,5 литра. Ну да, примерно так и будет. 30 сантимов за 30 сантимов будет стоить не газированная, а газированная. Вот. Литр 25 стоит 0,55 евро. Это хорошая цена. Ну, выбор, сами понимаете, большой, и, соответственно, стоимость разная. Попкорн можно купить. Тоже евро за килограмм, хорошая цена. Вот, видите, есть тут и казинаки такие всякие разные. Соленые семечки на любой вкус. Испанцы любят щелкать семечки очень, на самом деле. И тут вообще они любители сухофруктов всяких. Евро 55 за 250 грамм арахиса, миндаль, фисташки. Ну, большой выбор. Это испанцы любители. Алкоголь. Пошли по алкоголю. Значит, баночка популярной марки стоит евро 10. Это дорого. Это реально дорого. Вот есть белое пиво, но не алкогольное, 0,45. Есть здесь даже всякие с вкусами лимона, и это сидр. Это не пиво, это сидр, да. Лимон и малина, клубника, классная штука. Вот. Ну, ходовые марки, ну, что я, вот, мне нравится Сан-Мигуэль, я покупаю, вкусные. Вот это, я не знаю, это их собственная марка. Дальше, что еще? К вину, вот. Эстрея тоже популярная марка. Эстрея Галисия есть Эстрея обычная, ну, кстати, здесь нету, но в Каталонии она очень популярна. Вот смотрите, баночка такого их пива производства 0,55. Ну, в других сетях она как от 0,33 до 0,55 колеблется, в зависимости от крупности сети. Значит, шампанское. Вполне себе, ну, она здесь называется кава, его можно купить за 3 евро. Ну, тут нету за 3, есть за 3,95. И качество будет хорошее, смотрите, полусухое. То есть будет еще вкусное. К тому же, красное вино, о котором я говорил. Вот, 3 евро, 2 евро. Вот, смотрите, можно купить красное вино совершенно спокойно за евро 79. За 750 миллилитров. Кстати, можно на пробу взять, посмотреть, какое оно по качеству. Вот. Ну и сладкие напитки. Кока-кола дорогая, как правило. Вот. Евро за баночку. Но можно найти собственные марки. Например, я сейчас... вот тут, кстати, у них и нет собственной марки. Так. Тут у них еще раскрученные марки всякие, типа Спрайт и все остальное. Вот, Монстр всякие разные, на любой вкус. Так, крепкий алкоголь показать. То, что интересует россиян. Что тут у них есть? Например, бутылку анисовой водки можно за 10 евро купить. За 16 есть. Можно купить...
из алкоголя тут у них еще где-то было. И вон в холодильнике стоят. Даже вино белое охлаждается. Ну, из самого крепкого. И последний, что я еще не показал, хлеб. Вот это все запрещено продавать, потому что это промышленное. Соки. Манзана, то есть яблоко евро 60, ну, можно найти дешевле. Вот, смесь ананаса, яблока и винограда евро 60, абрикосовый, апельсиновый 2 евро. Ну, чуть выше, чем в среднем, но тоже приемлемые цены. Шоколад. Марс по 3,15, но есть и более доступные марки. Ну, вот такой вот обзорчик. Как вам? Скажите, дорого жить в Испании или дешево? Вот, кстати, вы можете посмотреть цены на мороженое. Допустим, самый ходовой. Лимонный щербет 2,60 и ванильный рядом 2,60 тоже будет стоить. 2,50 и 2,60. А шоколадом уже, видите, 3,95. Ну вот, карамельное, наверное, все это будет вкусно. И молоко. Евро 65 за литр. Ну, я покупаю по евро 20, в зависимости от марки. Но это, в принципе, такая средняя по рынку стоимость. Хлеб. Вот так вот продается. И выпечка. Ой, попали на запись. Вот это стоимость выпечки. Видите, можно брать щипцами, себе накладывать. Все вот так вот спрятано от